Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Ретроградный Уран до 31 декабря, до конца года. Как изменится моя жизнь. Давайте попробуем с вами поразмышлять, глядя на метафорические образы карт. Уран у нас будет в знаке Тельца, и это ретроградное движение, хотя Уран находится в Тельце уже достаточно давно. И вот здесь внимание, в дату с 22 января по 18 августа. Вот в этот временной интервал попробуйте прокрутить словно ленту своей собственной истории немножко назад. Какие события у вас были в этот период? Или что вас, может быть, ставило перед каким-то либо фактом, либо было для вас как какая-то метаморфоза? Или просто чем-то вы занимались или уделяли внимание какому-то вопросу больше, чем чему-либо другому, что для вас было наиболее активно важным. Или, может быть, это было какое-то событие, которое из разряда не случайной случайности. Это могло быть и как встреча с человеком, например, или могло быть какое-то предложение, или ваш собственный инсайт, ваше желание что-то осуществить. Ретроградный Уран выделит те темы, где мы чувствуем себя наиболее уязвимыми и застрявшими одновременно. Уран нас призывает к тому, чтобы мы жили словно с новой точки отсчета и создали свою стабильность вокруг всего, что было, может быть, непростым вот как раз вот в этот период с 22 января по 18 августа, плюс-минус, днями раньше, днями позже. Учит нас плыть по течению Уран, то есть принять вот то, что мы не в силах изменить, и суметь отстроить какую-то свою новую реальность. Давайте подсказки карт узнаем, разложим вот таким веером. Для вас, мои дорогие козероги, и первая карта у нас будет важное событие в ретроградный Уран, точнее период ретроградного Урана. Может быть, мы что-то ожидали, или это может быть буквально ожидание как и документов, как и предложения, или если мы говорим про отношения, может быть, отношения достигли той фазы уже, когда во что-то либо новое они должны перерасти. Правда, у кого-то проиграется личная жизнь, взаимоотношения с вашим либо супругом, если брак уже оформлен, или с вашим партнером. Когда мы действительно понимаем, что словно какая-то новая точка отсчета. И мы, может быть, и ожидаем либо предложение, правда, от человека, но для кого-то это может проиграться ожидание по работе, когда я тоже что-то жду. Чаще всего, если мы переложим на какую-то активность или действие, как раз может быть где-то наша неспешность. Ну а с другой-то стороны, это когда мы топчемся на месте, у кого-то просто это проиграется. Я бы хотел словно быстрее с чем-то завершить, закончить, потому что мне надоело именно какая-то неопределенность или вот пауза до бесконечности, которая тянется. И вы пытались уже как-то рассмотреть новые варианты, может быть, для кого-то это связано с работой, деятельностью, или что-то решить в личной жизни. Но есть момент, повторюсь, какого-то ожидания. Или это может быть история, которая просто связана с кем-то из ваших близких. И здесь как бы это история человека, у кого-то это может пройти как, ну, отчасти, может быть, и здоровье из ваших близких кого-то, да, или деловая какая-то сфера тоже, но это проигрывается как бы во взаимосвязи с вами, если вы именно в паре. То есть этот ваш близкий человек, вы не просто живете где-то по отдельности, а вы проживаете вместе. И тогда, ну, наверное, все пополам, как и радости, так и какие-то вопросы, проблемы тоже. Вот есть такое значение. Давайте мы узнаем, что нового войдет в мою жизнь за эти 4 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, с ретроградным Ураном. Для вас, мои дорогие козероги. Солнце. Карта счастья, карта удачи, исполнения желаний. Вообще это карта нашего эго, когда мы можем сделать именно так и то, что мы хотим. Вот это новый элемент новизны. Может быть, какой-то момент мы правда ждали. Может быть, предполагаемых каких-то событий или развития ситуации, которые мы могли интуитивно предчувствовать,
что должен быть, точнее, какой-то логический итог. Вполне вероятно, что так оно и будет. Где-то ваши интуитивные предчувствия, мои дорогие козероги, могут оправдаться. И по карте королева кубков ведь это и есть где-то значение интуиции тоже. Поэтому у кого-то, знаете, как ваша цель, намерение сбывается, или вы становитесь, ну, хотя бы минимум на шаг вперед, уже ближе к чему-то заветному, или то, что для вас прежде казалось, а осуществимо ли? А здесь вы себе можете сказать, да, у меня это получится. Вот такая история тоже может быть. И если мы говорим, что нового, у кого-то ведь это с учетом королевы кубков, и мы сказали, это личная жизнь может проиграться. У кого-то может проиграться изменение в вашей семье. Может быть, что нового, да, может быть, для кого-то из девочек это отчасти беременность или ожидание ребенка, такое тоже может быть с картой Солнца. Или еще какое-то событие важное в вашей семье. Но для кого-то из вас, повторюсь, с картой Солнца, ваше эго, и поэтому ваши амбиции, мои дорогие козероги. Каковы неожиданности с ретроградным Ураном для вас, мои дорогие козероги? Нам снова карта напоминает о любви, о личных отношениях и возвращает к искренним отношениям, когда мы можем друг другу доверять, когда мы понимаем друг друга без слов, когда не нужно что-то доказывать, объяснять, когда нам с человеком уютно, хорошо, спокойно и надежно. Но иногда эта карта тоже может проиграться как умение, допустим, или возможность с кем-то договориться. Все-таки двойка кубков говорит нам о взаимопонимании тоже. И для кого-то это в целом может означать взаимопонимание, может быть, на работе или выстраивание какой-то своей стратегии благодаря тому, что у вас получается наладить контакт, может быть, не со всеми окружающими, но самое главное с нужным человеком, руководителем или с тем, кто где-то может повлиять на вашу судьбу, и у кого-то проиграется так тоже. Что нас будет радовать? И это, кстати, дополню в неожиданностях, поэтому быть открытым миру и идти где-то на контакт вот в эти месяцы, как осенний, так и декабрь, для вас, козероги, будет важно. Не столько настаиваем где-то на своем, где слушаем интуицию, ну и настроены вот на контакт с окружающими и какое-то взаимодействие. Что будет радовать, повторяюсь, давайте для вас, мои дорогие козероги, в период ретроградного Урана до конца года. Деньги будут радовать. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, кстати, тоже. Какой-то ваш рабочий проект вы можете осуществить. Или, в принципе, может быть, по вашему теперешнему месту службы там тоже какие-то изменения будут. Но тогда для вас это новые возможности. Возможность заработать деньги и деньги сами по себе. Стабильность сама по себе. И плюс это 6, это всегда по нумерологии в картах Таро любая шестерка – это есть победа. Здесь у нас материальный успех. Так она и называется, карта материального успеха. Поэтому либо успешное еще решение материальных вопросов. И здесь для кого-то с учетом королевы кубков проиграется вопросы недвижимости, может быть и движимого имущества, но тоже не дешевое, может быть, мы говорим там про авто, не банальные какие-то покупки, а вот то, что составляет какую-то, ну, более весомую ценность. И тут тоже как будто со знаком плюс. У каждого по-разному, у кого-то через личную жизнь или через какие-то блага, которые вы хотите усовершенствовать, может быть, к примеру, ремонт в квартире у кого-то проиграется, отчасти тоже так. Или я хочу сделать жилье более комфортным. Тоже потребуются как бы деньги, мы будем говорить, будет радовать, но значит у вас получится осуществить какой-то проект. А у кого-то, может быть, в бизнесе, бизнес идет в гору, но определенный плюс финансовый есть. Что будет помогать козерогам во время ретроградного Урана, мои дорогие? Давайте узнаем. Праздник. Ну, наверное, вот мы сказали про открытость миру, про диалоговую форму, когда мы больше настроены на контакты с окружающими, на то, чтобы найти какое-то взаимодействие, понимаете? И если мы говорим про адаптацию, Уран нас как будто заставляет именно через адаптацию пройти, принять те изменения, которые произошли. И тогда на нашей улице будет праздник. Что-то мы хорошее осуществим, когда мы собой остаемся довольны, и нам это вторично помогает. Это правда.
как минимум одно какое-то ваше желание, так это точно избудется. И праздник словно мы сможем разделить с друзьями. Что может помешать для вас, мои дорогие козероги, в период ретроградного Урана с сентября до конца декабря? Нет видимых помех, мои дорогие, нет. Но у нас получается пара королева кубков и король кубков. Может быть, надо будет решать какие-то срочно вопросы по делам или по оформлению документов, или, может быть, куда-то отправиться. Ну, на злобу дня, мы назовем это так, вопрос. Но у вас будут превалировать как раз какие-то дела, которые связаны с вашей личной жизнью. Нам это не помешает, нет. Но с учетом того, что какая-то ваша личная история, вам, может быть, не захочется где-то обидеть близкого человека или оставить его в каком-то неведении, захочется, может быть, что-то прояснить. Или, может быть, обстановка такова, что ну, вы кому-то помогаете из своих близких, а у вас на повестке дня могут стоять свои личные какие-то вопросы, когда нужно быстро переключиться и уделить каким-то деловым сферам больше внимания. А есть еще и обязанности в личной жизни, которые, ну, так немножко могут сдерживать или заставят вас просто корректировать свой график, график работы, график жизни. Может быть, дальнейшего планирования тоже могут вас немножко так заставить, ну, пересмотреть с учетом именно каких-то новых обстоятельств в личной жизни. Но сказать, что это помешает, то скорее нет. Какие двери будут открыты для вас, мои дорогие козероги, до конца 2023 года с учетом ретроградного Урана, что он нам принесет? Туз Пентаклей. Ну, тут могут быть совершенно разные варианты. У кого-то это может, да, как открытая дверь, либо мы назовем это возможности, прийти с каким-то известием, с каким-то документом, конкретно получением документа или разрешением, с каким-либо согласованием. С другой стороны, какие двери будут открыты? Заработать деньги, сделать для себя что-то весомо важное, сделать как материальную какую-то либо основу заложить, либо прогресс финансовый на будущее, либо в принципе укрепить финансовое положение или тем или иным путем у кого-то, может быть, через личную жизнь отчасти и взаимодействие, может быть, ну, если у вас семья, взаимодействие с вашим партнером, когда вы будете что-то вместе решать. И тут может проиграться, начиная от какого-то переезда, вполне вероятно, или того, что вы будете вдвоем планировать и один другого словно дополнять, и какие-то тоже варианты у вас в вашей жизни, как, знаете, на будущую перспективу у вас откроются. Ведь Уран в оставшийся период года для нас, для многих из нас, будет словно трамплин в 2024 год. И ничего, такой себе трамплин у вас намечается, мои дорогие козероги. Главное быть открытым миру, понимаете, чтобы, ну, ловить словно в пространстве какую-то едва ощутимую возможность ухватиться за нее и развить до должной степени. Я бы сказала, хотя вот есть какая-то конкретика, и карты у вас достаточно конкретные, такие уверенные выпадают. Но допустить, что всегда будет какой-то пазл, который нам придется сложить. Где-то, значит, подумать, где-то, может быть, сделать выбор, а где-то воспользоваться тем методом, который мы прежде не применяли. Вот это будет вообще, в принципе, важно до конца 2023 года. Что же вы сможете осуществить, мои дорогие козероги, до конца года? С учетом Урана, ну, даже нечего добавить, у вас настолько сильная позиция. И вам, наверное, знаете, в 2024 году окончательно Плутон перейдет в знак зодиака Водолея. И для вас наступит своего рода, знаете, как легче станет. Не будет каких-то оков сдерживающих. И вы это прочувствуете. Видимо, чем ближе конец года, чем более будут ослабевать вот эти узы, словно объятия Плутона, вы будете чувствовать себя более легким на подъем, более уверенным в собственных силах.
наверное, и мечты себя не заставят долго ждать. Это те наши намерения и цели, когда нам захочется как где-то вдохновиться чем-то и распланировать свое будущее, так и увидите свои какие-то новые возможности. Тут действительно лучше не скажешь. Вот именно эта легкость будет вам придавать силу и новые возможности. По карте мага возможно все. Что я могу осуществить? Да все то, что захотите. Но правильно взаимодействовать с миром мы как раз только что с вами об этом говорили. А теперь давайте мы сделаем вот что. Достанем одну карту на каждый месяц уходящего года. Сентябрь. Что для вас, в целом будет означать этот месяц? Закрываем дверь в прошлое. Где-то у нас с этого и началось. Может быть, какой-то период ожидания, или вот по этой карте у нас как будто человек обездвиженный, словно пронзенный этими мечами, какое-то сложное прошлое или какая-то сложная ситуация, которая нам не давала возможности двигаться вперед или что-то планировать на будущее. И вот это заканчивается. Но, видимо, еще в сентябре. Вот этот где-то период, который мы должны подняться из этого состояния, выйти из этой зоны ожидания, чтобы идти вперед. Но мы становимся сильнее, и какая-то прежняя ситуация нас не ранит. Но вот своего рода трансформация еще в сентябре, как будто как хочешь, не хочешь, но вы должны этот этап пройти. Чтобы вот это самое солнце для нас засияло. Октябрь, давайте посмотрим. Действительно заканчивается какой-то разочаровывающий прежний период, и это карта возрождения, когда как будто нам воздается то, чего мы заслужили. Это карта возрождения, это карта избавления от боли, от страданий. Это когда мы, может быть, прежние какие-то словно ошибки, или, может быть, то, что для нас даже было где-то дорого, любимо, мы можем оставить позади. По карте страшного суда нам дополняют смысл десятки мечей и говорят, не будет как прежде. Поэтому полный ориентир на какие-то дальнейшие перспективы. Нет смысла топтаться на месте, нет смысла в себе сомневаться. Здесь самое главное поверить как в самого себя, и это не пустые слова, и поверить где-то то, что пространство нам будет помогать. Вот этот момент тоже очень важен. И когда мы на самом деле верим в это душой, мы более открыты миру. Вот это как раз фраза, она и проигрывается. Мы тогда допускаем, что да, даже если что-то идет не по нашему графику или не по нашему разумению, как это в принципе должно быть, а даже если что-то идет, наперекосяк, но мы тогда готовы принять даже какую-то новую реальность, если она для нас проигрывается как какая-то метаморфоза. Вот по карте страшный суд, даже мы назовите это не случайная случайность, или назовите это какое-то как синкопа, событие, внезапность, но это как побудительный мотив, чтобы мы закрыли дверь в прошлое и больше туда не оглядывались. Ноябрь, давайте посмотрим. Что для вас ноябрь, козероги? Четверка кубков. Может быть, еще где-то сомнения, хандра, но нам снова повторяют о том, что мы должны словно взять этот кубок и не отказаться. И мы, кстати, в ноябре можем такую своеобразную хандру какую-то испытывать. Или, может быть, слабость, может быть, усталость вот в ноябре. И захочется ничего. Вот бывает такое, хочется ничего. Когда ты можешь думать только об одном, чтобы все оставили тебя в покое. А тем не менее, надо где-то себя сориентировать на новые возможности и воспользоваться тем, что вокруг вас происходит. Нам сказали, что тут у вас как раз будет, такие или будут те события, которые очень важные. Мы будем отстраивать словно прелюдию каких-то будущих своих свершений. И вот те предложения или те новости, события, люди, может быть, которые будут приходить для вас в ноябре, мы не должны отказываться. Мы совсем должны провзаимодействовать. Ведь четверка кубков, посмотрите, как будто молодой человек занят одним, он читает, он как будто углубился в себя. Ему хочется, чтобы его где-то оставили в покое. А в этот самый момент рука ему преподносит какой-то шанс, кубок. Декабрь, давайте посмотрим, мои дорогие козероги, что же для вас, чем ознаменуется декабрь месяц. По справедливости тут действительно у вас два важных аркана, страшный суд и справедливость.
Здесь, знаете, как и по мирской, и по вселенской какой-то, может быть, одновременно справедливости по законам каким-то или по ходу небесных фишек. Для кого-то может проиграться вопросы личной жизни, может быть, оформления отношений, или даже если в вашей паре, ведь не у всех будет со знаком плюс, у кого-то, может быть, прежняя история отношений уже закончилась или нет взаимопонимания, тогда вы будете вполне вероятно завершать прежнюю историю, и как будто, вполне вероятно, опять же, для кого-то будет совершенно новая история любви. Вот и такая метаморфоза тоже может произойти. А может быть, у вас уже есть человек, которому или с которым вы хотите быть вместе, но есть еще какие-то незавершенные отношения. В чем-то не расставлены точки у вас еще, мои дорогие козероги, и здесь у каждого своя сфера проиграется. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, будьте счастливы и любимы всегда.